Часто спрашивают, что лучше, мягкие окна или поликарбонат. Чем лучше закрывать проем? На верандах, беседках. Давайте рассмотрим плюсы и минусы того и другого варианта. Итак, мягкие окна. В сравнении с поликарбонатом мягкие окна мягкие. То есть поликарбонат может поломаться, потрескаться, может, его можно повредить ударом, не знаю, случайным ударом лопаты, граблей, чем-то твердым, если там приложиться. Мягкие окна, они мягкие, они свою форму меняют легко, соответственно, разбить их, сделать так, чтобы они потрескались, априори это невозможно. По сравнению с мягкими окнами поликарбонат менее цветопрозрачен. То есть если у мягких окон цветопрозрачность порядка 96% у хороших пленок, то у поликарбоната 70, может быть 80%. Дальше. Третий аспект: поликарбонат, в силу того, что низкая цветопрозрачность, он смотрится не так эстетично, как если бы это была абсолютно прозрачная пленка мягкого окна с красивым кантом, со всеми вырезами под все проемы, стыки, смыкания и так далее, как это делается в мягких окнах. Четвертый момент: поликарбонат крепится на, мы не берем вариант на гвозди, допустим, на саморезы, либо просто в раме жесткой. И для того, чтобы снять, поставить поликарбонат, это целая история. То есть там отвертка, шуруповерт. Для того, чтобы снять, поставить мягкие окна, достаточно нескольких минут и не нужен никакой инструмент. То есть замки легко открываются, закрываются, вы сняли, а потом также легко установили. Следующий аспект: в силу того, что объекты, проемы которых закрываются, это объекты не капитальные, то есть это объекты без капитального фундамента, то у них бывает сезонное изменение проемов. То есть зимой земля вспучивается, поднимается, летом опускается, и проем, который летом прямоугольный, он зимой трапециевидный, и наоборот. Поликарбонат жесткий материал, если его жестко закрепить в проеме, то через сезон он трескается, лопается, и уже нужно либо его менять, либо крепить так, чтобы он, делать большие дырки, чтобы при изменении геометрии проема не потрескался сам поликарбонат. Это уже, конечно, сказывается на эстетике, то есть мягкие окна красивее при прочих равных. Поликарбонат со временем меняет свой цвет, то есть выцветает. Если пленка она прозрачная, то есть бесцветная, то поликарбонат, в силу того, что он обладает собственным цветом, то есть он слегка мутный, там можно выбрать разные цвета, и эти цвета тускнеют. То есть с годами солнце, ультрафиолет воздействует на материал, из которого сделан поликарбонат, выцветает сам поликарбонат и становится более блеклым. То есть появляется такое ощущение потертости. То есть видно, поликарбонат новый либо старый. Уже через несколько лет видно, что он старый. В мягких окнах это не так, пленка цвет не меняет. Какое еще качество можно сравнить мягкие окна с поликарбонатом? Поликарбонат жесткий. При косом дожде, либо град, очень сильно стучит. Мягкие окна, они мягкие, звука абсолютно нет, то есть комфортно, легкий шум дождя. Тоже такой интересный аспект в практическом использовании. Чем все-таки поликарбонат лучше, чем мягкие окна?
поликарбонат дешевле. Вот. То есть в закупке поликарбонат, если мы берем сотовый поликарбонат 10 мм толщиной, в закупке поликарбонат стоит от 300 до 500 рублей, в зависимости от цвета, там оптовая у вас база, розничная, примерно такой ценовой диапазон. Мягкие окна тоже, опять же, в зависимости от материала, то есть если это ПВХ, то дешевле, полиуретан, пленка, то дороже. Вот. Если там проем сложный с множеством обходов, там нужно стыки и все остальное, то дороже. В среднем где-то от 1000 до 2000 рублей квадратный метр. То есть полиуретан априори дешевле. И опять же, пленка прозрачная, полиуретан есть разного цвета. То есть там зеленый, синий, там коричневый. Полиуретан, есть выбор цветовой гаммы, пленка, она только прозрачная. Третий немаловажный аспект, немаловажное преимущество поликарбоната, его можно, привезя домой, порезать обычной пилой, не знаю, по металлу, и установить своими руками. То есть вы снимаете размер проема, вырезаете из листа поликарбоната требуемый кусок и там на саморезы устанавливаете в проем. То есть это быстро, дешево и сердито. Вот. С мягкими окнами там, конечно, снять, поставить тоже быстро, но своими руками уже сделать мягкое окно у вас просто не получится. В поликарбонате все можно сделать своими руками. Выбирайте каждый сам по своему кошельку. Что касается меня, если бы у меня стоял такой выбор, конечно, если бы у меня нет денег совсем, то там выбора просто нет, там только поликарбонат. Но если вы хотите, чтобы у вас проем был закрыт не на 2, 3, 4 года, а на 10 лет, то, конечно, это мягкие окна. Если вы хотите сидеть, пить кофе у прозрачного окна и смотреть, что у вас там происходит на участке, либо на природу, то поликарбонат просто не подойдет. Вы там сквозь него ничего не увидите. А мягкое окно — это красивое окошко. Выбирайте сами, делайте выбор на свой кошелек.